Привет подписчикам и гостям канала Travel.rf. Меня зовут Алик. В феврале этого года мы посещали Северный Кавказ. Были в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. На канале уже выходило 2 видео по данной теме. И вот осталось последнее, в котором мы покажем вам достопримечательности, расположенные на маршруте от поселка Верхний Феогдон, где мы провели сутки в отеле с такими видами. Ну что тут сказать, вся Северная Осетия — это незабываемая природа и красота. И доедем мы в итоге до Владикавказа. Там будет конечная остановка на нашем маршруте и в этом видео. Только наш путь будет лежать не по трассе, а через горные перевалы, чтобы в итоге оказаться в Кармадонском ущелье, где в 2002 году погиб актер Сергей Бодров и многие другие люди. По дороге нас также будет ждать много интересного, так что приятного вам просмотра. Сам поселок является одним из населенных пунктов живописного Куртатинского ущелья и расположен на высоте почти 1000 метров над уровнем моря. Это относительно молодое поселение, известное с начала 20 века. С 1963 года просто рабочий поселок, в котором велось и ведется до сих пор добыча свинцовой и цинковой руд. И расположена обогатительная фабрика. Поселочек небольшой, всего на его территории проживают чуть более 1000 человек. Но есть пятиэтажные, кирпичные и панельные дома. Как правило, советской еще постройки. Есть школа и местный ДК. Несмотря на то, что поселок небольшой, здесь можно найти отель класса 5 звезд. Есть несколько и других отелей классом пониже. Получается, что населенный пункт может продолжить свое развитие как курортный кластер, и это просто замечательно. Прогуливаясь по поселку, я увидел памятник местному поэту и основателю осетинской литературы Костелю Ивановичу Хетагурову. Я раньше ошибочно полагал, что на Кавказе почитают только воинов, но оказалось, уважают и деятелей культуры. Хорошим примером этому служит город Нальчик, который я посещал в рамках этой поездки, где много памятников и улиц, названных в честь местной литературной интеллигенции. Перед тем, как отправиться в путь, это первая моя вам рекомендация, это посетите в районе поселка 3 интересных места. Что бросится вам в глаза здесь в первую очередь и вызовет неподдельный интерес, я так полагаю, это заброшенное село Цимити, расположенное в верховье Куртатинского ущелья, на левом берегу реки Феогдон, на склоне горы Кариу-Хох. Добираться к нему лучше, конечно, на автомобиле. Дорога представляет из себя крутой серпантин. Я и наверху. Оказывается, здесь до сих пор живут люди. Если верить интернету, аж 20 человек. Но давайте все здесь облазим и изучим. Предупреждаю, прогулка будет нелегкая. Нужно будет постоянно лезть вверх и скакать по камням. Кстати, данное селение было основано еще в начале XIV века неким военачальником по имени Цимити. Зато теперь становится понятно, откуда взялось название селения. В те годы оно являлось центром Цимитинского общества. Это своего рода независимая гражданская община. Со своим сословным укладом, законодательным собранием и судебной системой. В Цимитинскую гражданскую общину, помимо, собственно, селения Цимити, входили и близлежащие селения. А до середины 19 века население было частично мусульманским. Здесь же наибольшее развитие получило скотоводство. Но пасущийся здесь скот до сих пор имеется, как вы можете видеть. Община славилась своими многочисленными тучными стадами крупного и мелкого скота. Помимо скотоводства широко практиковалось хлебопашество. Наряду с собственными фамильными земельными наделами существовали и общинные пахотные угодья, под которой была задействована обширная местность Ахсаби, располагавшаяся на месте современного поселка Феогдон. Также были развиты охотничьи промыслы, пчеловодство, садоводство. Славилась Цимити и своими кузнецами, оружейниками, ювелирами и краснодеревщиками, изделия которых продавались и обменивались тут же в своих магазинах, именуемых дуканами. Селение является родиной около 40 осетинских фамилий. Семьи занимали целые кварталы, по-осетински именуемые сых. На такие фамильные кварталы, разделенные маленькими улочками, и делилось все поселение. К настоящему времени в Цимити сохранилось более 30 памятников архитектуры.
боевых и жилых башен, а также склепов и других памятников культуры. Как вы можете видеть, склепов здесь достаточно много, но заглядывать вовнутрь я не буду. Кто смотрел мое видео о Горной Дегоре, меня поймет. Лучше я полюбуюсь красивыми видами, которые открываются с самой верхней точки. Вот как раз с этого камня. Также вас, возможно, заинтересует Аланский Успенский мужской монастырь, находящийся всего в 3 километрах от поселка. Расположен он рядом с рекой Феогдон, возле которой можно оставить свой автомобиль на большой парковке. Данный монастырь считается самым высокогорным на территории нашей страны. Здание хоть и выглядит по-старинному, но учрежден монастырь 19 апреля 2000 года и наравне с Аланским женским монастырем является одним из самых почитаемых в республике. Монастырь посещают паломники со всего юга России, а также и из Южной Осетии приезжают. Создан он по благословению архимандрита Ипполита. Это настоятель Свято-Николаевского монастыря в Курской области. Богослужение здесь проводится на церковнославянском и осетинском языках. Еженедельно из Владикавказа каждое субботнее утро отправляется автобус с паломниками со всей Северной Осетии. Также ежедневно монастырь посещают паломнические автобусы из Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского края, Калмыкии и Чечни. По приблизительным оценкам, на престольный праздник Успения Божией Матери в течение 2-3 дней монастырь посещает около 15-17 тысяч человек. А 19 января на праздник Крещения Господня около 50 тысяч человек. На территории монастыря находится также Иверской собор. В тот день, когда я снимал это видео, собор был закрыт. Но я сильно не расстроился, а сходил на источник вкусной горной воды, расположенный тут же неподалеку. Обратите внимание, какой здесь чудесный ландшафтный дизайн. И третье место расположено в районе Верхнего Феогдона, которое, я считаю, обязательно для посещения. Это Тропа чудес. Стоимость входа 100 рублей, а детский билет обойдется в 50. Возле входа дежурят собачки и ждут угощения. Но это вообще типичная тема. Ну что ж, заходим на тропу и ждем чудес. Чудес особых, сразу говорю, не ждите, но вот виды, которые открываются на коротком пути, конечно, завораживают. Скажу пару слов насчет оплаты входа. Прочитал некоторые отзывы и комментарии, в которых люди жалуются, что с них взяли 100 рублей. Скажу лишь от себя, что сумма вполне адекватна и резонна. Видно, что в обустройство маршрута вложены усилия. А кто возмущается, видимо, этого не понимают. И считают, что им все бесплатно должны давать. Ну, либо у них последнюю сотку отобрали. Пиздец. Тропа, как видите, имеет ограждение, что позволяет достаточно безопасно пройти в местах, где без них едва ли было бы вообще, в принципе, возможно пробраться. Единственный относительный недостаток маршрута состоит в том, что он все-таки короткий. Это 300 метров в одну сторону. Можно было бы сделать его побольше. Длина каньона позволяет. Это было бы невероятно круто, и маршрут полностью оправдал бы свое громкое название. Но, может быть, это сделают в будущем. Поживем, увидим. Хотите пощекотать свои нервишки? Тогда посмотрите на этот мосточек. И представьте, что через него вам бы пришлось бы переползать. Представили? У меня в этот момент лично мурашки по телу побежали. А в этот февральский день нам на маршруте встретилось всего несколько человек. А так в сезон, насколько мне известно, туристы здесь ходят толпами. Еще что я заметил, это клетки для животных. Видимо, раньше здесь был мини-зоопарк. Почему его прикрыли, мне неизвестно. Вообще, если честно, я против зоопарков и цирков. А вот финальная обзорная площадка. Стоим, любуемся видами. А мы едем дальше. Сейчас асфальтовая дорога закончится и начнется настоящий горный серпантин. И, насколько мне известно, асфальт вернется только на подъездах к Владикавказу. У этого любопытного места мы сворачиваем на горную дорогу. Как говорится, без комментариев. Ехать нам по такой дороге до мемориала, посвященного трагедии, произошедшей в Кармадонском ущелье, 25 километров.
По дороге нас ждало много интересных локаций, поэтому останавливались мы часто. И сейчас я по порядку вам все покажу. Первая остановка — это достаточно экстремальные качели. Они даже, пожалуй, экстремальнее, чем те, которые я показывал вам в Горной Дегорье. Это в прошлом видео. Вторая остановка — это скамейка, с которой открываются красивейшие виды на горы. Ну, это, по сути, обзорная площадка. Ну, вообще, что тут говорить? Виды здесь везде красивые. Я не устану об этом рассказывать и восхищаться красотой северокавказской природы. Едем дальше, и состояние дороги начинает серьезно меняться. Сухая поверхность закончилась, и начался снег и лед. Поэтому на летней резине даже не думайте сюда суваться. Себе навредите и другим достанется. Третья локация на пути — это стела, посвященная буквам осетинского алфавита. Называется этот объект АЕ. Как говорят осетины, это символ их языка. Надо читать ее как А, только более кратко и уверенно. Едем дальше. Кругом то зима, то весна. Очень контрастно. Сейчас будем проезжать мимо села Фазикау. Нас тут встречали коровки и бычки. Хотели здесь покушать знаменитые осетинские пироги, но они, к сожалению, не были готовы к нашему приезду. Скажу так, это было, наверное, все-таки к счастью, так как уже в следующем селе, Даргавс, расположенном совсем неподалеку, мы зашли в местную кафешку, где нас очень вкусно накормили супом из говядины, который мы закусывали как раз-таки осетинскими пирогами. Тут также можно попробовать всякие настоечки, что я и сделал, так как за рулем была Наталья. В общем, рекомендую вам это место. И это не реклама, мне никто не заплатил. За Даргавасом находится одна из самых главных достопримечательностей на данном маршруте. Это город мертвых. На его территории расположено 97 склепов, и в общей сложности в них в течение 600-700 прошедших лет похоронено более 10 тысяч человек. Склепы размещены хаотично, образуя кривые улочки и извилистые переулки. Внутри склепов множество останков, размещенных на нескольких ярусах. Благодаря естественным климатическим условиям многие останки не истлели окончательно. На одном из склепов над входом можно прочесть послание предков, сделанное красной краской на осетинском языке. Там написано: «С любовью смотрите на нас. Мы были такие, как вы. Вы будете такие, как мы». По-моему, звучит очень эпично. В целом, историко-архитектурный комплекс «Город мертвых» — это филиал Национального музея Северной Осетии. Вход сюда только по билетам. Их можно приобрести как на месте, так и онлайн на сайте музея. Стоимость билета для взрослых составит 100 рублей. Пенсионерам и студентам вход обойдется 50 рублей. Билет же для детей, правда, до 7 лет стоит 30 рублей. Обладатели пушкинских карт, кстати, могут получить билеты на сайте совершенно бесплатно. А мы едем дальше. До заката остается не так много времени, поэтому мы торопимся успеть в Кармадонское ущелье до темноты. И по дороге любуемся природой в закатных лучах солнца. Это самая, на мой взгляд, красивая часть дня. Навел на меня какую-то тоску заброшенный комплекс в районе села Кармадон. Такое ощущение, что внизу перед тобой раскинулся целый поселок-призрак. Вообще здесь много недостроенного жилья. Но, несмотря на отдаленность и некую заброшенность, живут тут люди в таких современных и недорогих домиках. Солнце уже почти зашло, и мы наконец-то доехали к одному из мемориалов, посвященных сходу ледника Колка, произошедшего 20 сентября далекого уже 2002 года. И вот в этом месте, как раз находящемся прямо у дороги, указаны погибшие из числа съемочной группы Сергея Бодрова, снимавшего здесь свой второй фильм, который должен был называться «Связной». Всего в результате этой трагедии погибло 125 человек, тела большинства из которых до сих пор не найдены. А в этом месте пытались найти автомобиль с Сергеем Бодровым и некоторыми членами его группы, но, увы, не нашли. Вообще находиться здесь было тяжеловато. Место угрюмое,
Света мало, да и еще камни начали падать вниз, поэтому мы как можно скорее уехали отсюда. И уже перед наступлением полной темноты практически рядом с Владикавказом доехали до еще одного мемориала, посвященный данной трагедии. Данный мемориал называется и посвящен жертвам ледника Колка. Именно здесь селевой потоп остановился. При этом двигался он со скоростью, которая могла достигать почти 300 км в час. Мне даже представить такое сложно. Шансов спастись при таких водных, конечно, было никаких. Уважаемые зрители, спасибо, что посмотрели это видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Поставьте лайк, если видео понравилось. Ну и включите колокольчик, это чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Я очень часто выпускаю очень интересные видео по разным темам, связанным с путешествиями и курортами Черноморского побережья, да и вообще в целом городами нашей необъятной. Да и напоследок хочу сказать, что компания Travel NRF организует горнолыжные туры в Сочи, Архыз, Домбай, Эльбрус, а также авторские туры на Байкал, Дагестан, Армению, Грузию, винные туры по Краснодарскому краю и индивидуальные экскурсии на курортах Черного моря. Конечно, сейчас горнолыжка уже заканчивается, но в Дагестан набираем группу. Поэтому, если вам интересно, ссылку сайта оставлю в описании под этим видео. Также можете глянуть видео о Нальчике или Горной Дегорье. Всем удачи и пока!